Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. Борис Леонидович, Португалия договорилась с США о крупнейших поставках СПГ в объеме 500 тысяч тонн СПГ в год. Мы часто слышим, что США захватили газовый рынок Европы. Только с этого момента США не поставляли ничего в Европу сами. Все шло через европейские компании, перекупавшие объемы. Борис Леонидович, ну а теперь-то началось, захватят рынок, ну или нет? Ну, давайте от названия стран перейдем к названиям компаний, и все встанет на свои места. Со стороны Португалии покупателем выступает Гейп Трейдинг, одно из структурных подразделений Гейп Энерджи. Со стороны Соединенных Штатов Ченри Энерджи, владелец, собственно говоря, первого экспортного СПГ проекта Соединенных Штатов Сабина, завод Сабина. На день сегодняшний там сейчас уже 8 линий работает, один из крупнейших в Соединенных Штатах. Напоминаю, что все эти заводы работают на так называемой толлинговой схеме, если вещи своими именами называть. Если вы желаете купить СПГ, который производится на территории Соединенных Штатов, алгоритм известен. Вы выходите на Henry Hub, закупаете необходимый объем газа в обычном состоянии, на основании, разумеется, биржевых котировок, за сколько удалось купить, за столько удалось купить. Вы оплачиваете услуги по доставке газа на линию ожижения, и вы подписываете контракт на сжижение газа с компанией-владельцем с условием «сжижай и или плати». То есть, если вещи своими именами, да, владелец завода есть, но все его оборудование по производству СПГ находится в аренде. Почему это делается? Потому что финансирование шло банковское, и в качестве залога выступали долгосрочные контракты на работу, собственно говоря, этого завода. Почему крупные трейдинговые компании на это идут? А это определенный риск. Нужно заплатить аванс за то, что ты арендовал технологическую линию. В том случае, если ты ее используешь, доплачиваешь то, что осталось. До этого момента, до момента выхода американских производителей на мировой рынок, так скажем, СПГ, крупнейшим поставщиком был Катар Energy. Там условия совершенно классические. Точка доставки. Почему? Потому что Катар Energy продает не весь производимый газ, часть продает самостоятельно. И он ни в коем случае не хотел связываться со спекулянтами, чтобы они не мешали ему работать самостоятельно. Допустим, из-за короткого транспортного плеча более дешевые цены для европейских компаний. Европейская компания купила катарский газ и увезла его в Японию. Получила свою маржу, а долгосрочные контракты самого Катара с Японией от этого пострадали. Потому что, естественно, японские потребители с вопросом, почему вы мне предлагаете по такой высокой цене, когда мне европейцы предлагают по более дешевой. Вот для того, чтобы подобного рода случаев не было, Катар Энерджи – это не только крупный производитель СПГ, но это и крупнейший в мире флот танкеров-газовозов. Если вы подписываете договор с Катаром, вам привезут газ на ваш регистрационный терминал и аккуратно проследят, чтобы вы все к себе слили. Так скажем, дополнительная плюшка со стороны американцев с того момента, как газ попал в арендованный вами, в зафрахтованный вами танкер-газовоз, вы имеете полное право делать с ним все, что угодно. Куда хотите, туда и везите, вообще никуда не везите. Отойдите там на 300 миль от берега и слейте его в океан, это уже нас совершенно не касается. Почему происходит именно так? Банки хотят безопасности. При работе в таком режиме компания-владелец СПГ завода не рискует попасть в какие-то проблемы при покупке газа на Henry Hub. Изменения котировок совершенно не интересуют. Не они покупают, покупают конечные потребители. Никаких проблем не испытывают с тем, что могут измениться цены на конечных точках маршрута. Мы это уже наблюдали в свое время, когда приключились морозы в Европе. Американские производители СПГ просто не успели среагировать. Понимали, что период повышения цен будет коротким, он закончится морозы и все. Время нахождения в пути танкеров-газовозов от берегов Америки до берегов Европы от 2 до 3 недель.
вы пытаетесь втиснуться в тот момент, когда цены пошли вверх, пока ваш танкер-газовоз шел, цены ушли вниз. Банки видят работу оборудования, видят стабильную оплату, ту самую аренду оборудования, видят дополнительную оплату, потому что с продукцией с СПГ можно поступать по-разному. Есть заводские емкости, можно хранить, но аренда таких хранилищ тоже стоит отдельных денег. Владелец такого завода видит возможность стабильно рассчитываться со всеми кредитными платежами, и у всех все спокойно. И только для того, чтобы американские компании, владельцы заводов могли начать нарабатывать опыт работы с СПГ, какая-то часть времени не сдается в аренду оборудования. В обычных случаях это в пределах 5%. То есть, грубо говоря, из 100 рабочих часов 95% работы идет на заказчика, 5% это то, что ты можешь попробовать сам. Поэтому все разговоры о том, что США захватывают европейский газовый рынок, это не соответствует действительности по определению. Информационное агентство при Министерстве энергетики США, в отличие от тех решений, которые в России приняты, информацию не скрывает. Достаточно минимального знания английского языка, чтобы найти раздел LNG, и там вы обнаружите информацию о всех отгрузках СПГ с заводов на территории Соединенных Штатов. Указывается и название судна, и емкость, и стоимость, и, разумеется, кто покупает. Если зайти в эту статистику, то вы обнаружите, что крупнейший покупатель американского СПГ – это компания Total Energy, на втором месте англо-голландский Shell и так далее. И где-то в самом конце появляется список компаний-владельцев самих заводов. То, что происходит на европейском газовом рынке, четко соответствует всем требованиям Европейской комиссии. Если посмотреть сейчас на цены на Henry Hub, они уже скатились там ниже $70 за 1000 кубометров, соответственно, себестоимость очень невысокая. При этом европейские компании, поставляющие СПГ в Европу, никаких законов не нарушают. Поставляя газ в Европу, они выходят на торги на TTF, и в соответствии с теми котировками, которые там образуются, они и продают. И это вполне уверенно покрывает расходы и на производство газа, и на транспортировку, и сопутствующие потери, потому что есть испарение газа при доставке, есть, соответственно, при регасификации какие-то потери, но все это укладывается в схему. Вот этот контракт с Chenry Energy на 20 лет на 500 тысяч тонн в год. 500 тысяч тонн СПГ – это порядка 700 миллионов кубометров. Напомню, что годовое потребление газа в Европе, даже после всех тех драматических сокращений, которые за последние пару лет произошли, более 300 миллиардов кубометров. То есть это просто ничего, но тем не менее Chenry Energy уже заявлена как игрок на мировом СПГ рынке, ее уже видят, с ней уже работают. И больше того, португальская компания, вопреки всем пожеланиям Европейской комиссии, идет на подписание долгосрочного контракта. Причины тоже понятны. Вероятнее всего, добились оптимальных цен с привязкой, разумеется, к ценообразованию на Henry Hub. Но это устраивает и португальцев. Они видят, что колебания на Henry Hub в последнее время весьма и весьма невелики. Это устраивает Chenry Energy, поскольку позволяет совершенно спокойно работать, зная, что на 20 лет вперед у тебя есть сбыт. А что такое 700 тысяч тонн СПГ? Это 7 танкеров-газовозов в год. Вот это реальное присутствие американских компаний на европейском газовом рынке. Не то, которое нам навязывают наши многоуважаемые СМИ, говоря о том, что Америка поставляет газ в Европу. Европа поставляет СПГ, произведенное в США, в Европу, если уж совсем конкретно. А вот присутствие вот в таком объеме, в каком есть. Так что, на мой взгляд, чем эта сделка интересна, тем, что мы увидим воочию, каково реальное присутствие американских компаний. Мы видим стиль работы, да, небольшие объемы, да, на весьма продолжительный срок, 20 лет – это такой совершенно реально долгосрочный газовый контракт.
Мне кажется, что если об этом примере почаще вспоминать, может быть, удастся переломить вот эту тенденцию бесконечных разговоров о том, что США повезли свой дорогой СПГ в Европу. Американские компании как продавали газ у себя на заводе, так и продают. Кто у них покупает? И примеров таких заводов там на территории США есть заводы, которые практически полностью выкуплены индийскими и южнокорейскими компаниями. Поверить в то, что они повезут газ в Европу, не получится, потому что у этих покупателей из Индии и из Южной Кореи есть своя сеть сбыта, у них есть свои потребители, и их интересы они нарушать не будут. США, да, присутствуют, да, сжижают газ. Куда он идет дальше? По каким ценам он идет дальше? Есть договор о сжижении, есть условия «сжижай или плати». Надо корректно выполнять условия этого договора и пользоваться возможностью поставлять газ туда, куда наиболее выгодно в данный конкретный момент. Борис Леонидович, а как у соседей-то дела? Ну, как бы не только Португалия богата регазификационными терминалами. Ну, если смотреть по мощностям регистрационных терминалов, в Европе на первом месте, если отбросить Англию, которая в Евросоюз не входит, Испания. Другое дело, что Испания и Португалия – это такой газовый остров в составе Европы, поскольку магистральных газопроводов, которые соединяли бы ее с остальными странами Евросоюза, просто не наблюдается. На основании какой логики нужно было построить регистрационных терминалов на то, чтобы принимать 30 миллиардов кубометров, не имея возможности их куда-то перепродать, мне сказать сложно, я не испанец. Тем не менее, вот что сложилось, то сложилось. Испанские компании были одними из первых, кто подписывал договоры с компанией Ямал-СПГ. 15-летние контракты, они продолжают действовать, несмотря на все перипетии, которые мы слышим из Брюсселя. Договора аккуратно выполняются, и это тот объем, который действительно уходит внутрь Испании. Собственно говоря, больше ему идти-то особо и некуда. То, что испанские и португальские компании стараются каким-то образом диверсифицировать поставщиков, тоже понятно, но география подсказывает, что наиболее дешевые варианты поставок – это Алжир и тот же Катар. До 15% Катар занимает на европейском газовом рынке, но эта доля снижается в силу событий, связанных с Йеменом. Я имею в виду, что проход ближайший через Суэцкий канал у Катара просто отрезан на день сегодняшний, и Катар не испытывает ни малейшего желания продлевать договора с европейскими покупателями, потому что маршруты вокруг мыса Доброй Надежды, вокруг всей Африки – это совершенно другое время, которое можно с успехом потратить на то, чтобы поставлять СПГ в Азию, где никаких проблем с хуситами не наблюдается. Так что, если говорить про Испанию и Португалию, для них оптимальные поставки – это Алжир и, получается, либо Норвегия, либо Россия. Но у Норвегии не так много СПГ-заводов, и им есть куда поставлять. Контракт с Ямал СПГ подписан, поставки идут под бурчание европейских политиков о том, что так делать нельзя. Испанские газовые компании, смотря на соотношение цен от разных поставщиков, продолжают спокойно работать. Тот запрет, который был введен, нельзя перепродавать в третьи страны российские СПГ. В каком-то из последних пакетов санкций это появилось. Испанию не касается, она и так не может продать, у нее газопроводов нет. Так что, ну вот португальцы решили 700 миллионов кубометров при их годовом спросе порядка 5 миллиардов кубометров, ну, какая-то часть вот теперь будет удовлетворяться американскими производителями. Обычная нормальная картина, если убрать весь политический флер, если рассматривать только то, как ведут себя газовые компании, абсолютно адекватное поведение, где выгоднее условия, вот с теми и будем работать, собственно говоря. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Дорогие друзья, на фоне креатива нашей Государственной Думы в виде замедления Ютуба предлагаем вам подписаться на наш телеграм-канал «От греха подальше». Ссылка будет в описании к данному ролику и закрепленном комментарию. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в условиях лишения монетизации. Спасибо, до новых встреч. И, конечно, мы пытаемся развивать сотрудничество с Рутубом, ВК, Дзеном, но здесь успехи менее значительны, если выражаться мягко. Поэтому, я думаю,
присоединиться к просьбе Максима, обратить внимание на наш телеграм-канал. Не исключено, что в нынешних условиях он может оказаться единственным вариантом нашего выхода в эфир, появления наших новых роликов. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.